Всем привет! Вы на канале 13 порций. Добро пожаловать к нам в гости, к нам за стол. У нас сегодня фирменное блюдо. И называется оно Бешбармак. вот так. Да. Я согласен, что оно так называется. Такое у нас блюдо сегодня. Иван раскатывал, потому что это мужская работа, с говядиной. Нет, конечно, конской колбаски здесь, но говядина, перчик, лук. И у нас еще есть салат. Дети сделали нам, Ульяна с Василисой. Ананасы, курочка, яйцо и чесночок. Чесночок, майонез. Сыр потертый еще. Как и бузы, это едят руками. Представляю, сколько людей напишут, что как надо правильно есть, но мы не знаем, мы едим по-русски. У нас бульон, на котором варилось мясо. Да, кстати, очень вкусно. Как вкусно. Мы не настаиваем, что у нас оригинал этого блюда. Ну, нам вкусно. И мы, кстати, когда с детьми переезжали сюда, мы в Татарстане останавливались покушать, и вот это блюдо там готовили. Да. Как я люблю национальную кухню, всякую разную. То я его приучила. Да. А я прям люблю национальную. Я люблю разные народы. У меня нет предвзятого мнения к людям других национальностей. Я очень люблю всех. Мама меня так воспитывала. Я тоже люблю всех. Мама говорила: доча, везде есть хорошие и плохие люди. Я благодарна ей, что она меня так воспитывала, потому что у меня до сих пор нет предвзятого мнения к людям ни с какой национальности. Бешбармак очень вкусный. Это одна наша зрительница, одна наша подписчица как-то дала идею, говорит: приготовьте бешбармак. И я подготавливалась. Я понимала, что это сложное блюдо. Вроде на тарелочке все так просто. Но раскатывать вот эти тоненькие пластики, это, правда, мужская работа для нашей семьи, потому что мы сделали для всех детей. Я 5 выходных заработал. Я рада, что я начала это делать на каникулах. Я теперь уже серьезно задумался о покупке тесто-раскаточной машины. В начале, когда я начал заказывать, я вчера исследовал этот вопрос, и там получается, чтобы выкатить вот такую полосочку небольшую, надо раз, 20, наверное, вот так прокатать. А в принципе то же самое я делаю и скалкой раз 20, чтобы выкатать. Поэтому я теперь подумаю еще раз. С острым перчиком очень вкусно. У нас нет свежего перчика. Есть там маленький, растет в горшке. Но мы свой козырный положили перчик. Да вот как свежий. Хорошо придумано, что бульон в прикусочку надо пить. Очень вкусно. Я, прежде чем готовить, очень много почитала про это блюдо. Я понимаю, что некоторые народности утверждают, что это их народное блюдо. Я не буду спорить, не буду ничего говорить. Я думаю, как и борщ, русские люди варят, украинцы варят. И каждый считает, что это его блюдо. Поэтому, как и долма, вот я тогда толма, как я тогда столкнулась. Получается, что каждый думал, что это его блюдо. Но это, чье бы оно ни было, оно очень вкусное. Да, очень вкусное. И я представляю, вот они еще делают, когда... Ой, со стринкой очень вкусно. Когда они делают конину, потом у них там идет козье седло, он говорил. Конская колбаска такая самодельная. Он ее прям режет, парень, я смотрела, казах, и прям так ложит в ротик. Ему так вкусно. В рот так раз положил. Я представляю, как это вкусно, но у нас только говядина. Даже салат не нужен. Вообще сегодня хотели обратить внимание на
комментарии одной нашей подписчицы. У нее ник «Майский цветочек». Зовут ее Ландыш. Они вместе с мужем нас смотрят. Муж тоже нам передавал привет. И вот они спросили, задали вопрос. Как мы переезжали, как покупали жилье. У Ландыш проблемы тоже с легкими, как у меня. И тоже хотят переезжать. По крайней мере, есть такие задумки, потому что она говорит, что она уже много раз болела воспалением легких. И вот спрашивали, ну, хотели так немножечко рассказать. Вообще у нас есть на канале, я там одна рассказываю, сижу, как мы переезжали. Ну, я помню это время. Беспокойное время. Это когда мы в телефоне, в сайтах, в поисковых. Но мы же, так как мы далеко жили, получается, это не просто там приехал, посмотрел дом. Нет, да, поэтому... даже недалеко. Давайте представим. 11 детей. Да. Поэтому мы как... Хозяйство. Ну, И нам надо куда-то ехать, смотреть жилье. плюс еще далеко все-таки. Я все равно при своем мнении стал. И что мы делали? Мы, в общем, если находили дом, который нам подходит, мы созванивались с хозяевами. Ой, сколько у нас тогда телефонов было. Созванивались, и мы разговаривали так, что мы хотим снять дом, возможно, с последующим выкупом. То есть мы думали так, приедем, поживем, понравится, купим. Очень много на самом деле домов. Мы, правда, мы потеряли покой, мы вообще ночами не спали, искали дом. Дело в том, что до переезда за пару лет я Ивана просила переехать. Но он даже слушать не хотел. А тут ни с того ни с сего давай переезжать через 2 года. Такой вот я. Я была в таком шоке, я боялась потерять эту изюминку. Ну и стресс. Конечно, жили мы немножечко насиженно так уже. Дом, хозяйство, работы, все близко. Друзья, которых мы уже заработали годами. И вот так просто взять и куда-то уехать, думаешь, стоит ли это делать или не стоит. Да. У Ивана была твердая позиция. А у меня такая. 5 минут еду, 5 минут за голову хватаюсь, для чего я это делаю. Не, у нас, я даже помню, было пару моментов. В общем, ладно, все, короче, давай не смотрим, все, остаемся, живем здесь, все, уже живем, давай, все. Неделя проходит опять. Или она, или я. Смотри, какой дом. И опять пошло. Ну, нам, конечно, повезло. Вот этот дом, кстати, который мы купили, мы его вообще один из первых нашли, созвонились. Но, видимо, у хозяев были какие-то варианты там, и, в принципе, они нас вроде бы и держали, как бы, да. Ну и вроде как хотели продать, им нужно. У них интересная версия была. Вспомню, что сказала адвокат, когда мы заключали сделку. Адвокат ей говорит хозяйке, адвокат полностью юрист занималась нашей сделкой. Угу. И потому что девочки тоже с Москвы прилетели, им надо было папу забрать, мама умерла. Хорошая семья. Да, отлично. И адвокат ей говорит: смотри, как я ошибалась. А я говорила, у тебя проблемы с этой семьей будут, потому что много детей. Представляете, при нас в банке разговаривают. Я говорю, ну-ка. Оказывается, они сразу хотели с нами заключить сделку. Но адвокат по каким-то соображениям решила, если семья многодетная, значит, будут какие-то проблемы. И она им отказала. И потом вот Василиса, учительница, 1-й год учила Василису, так уехала потом в Краснодар. Она, когда пришла к нам с визитом как учительница, сказала, что хотела купить этот дом. И, в принципе, много кто, сама хозяйка говорила, много кто хочет покупать, начинаем сделку, что-то не так. Видать, дом ждал нас. Хотя, конечно, станица, Иван довольный, Иван вообще довольный. А я
Мне город подавай. Городская. А Иван довольный, ему все А я не нравится. люблю большие города. И свекор его волну держит. Я тут с ними как свяжусь. Ничего не понимаете? Надо Она жить. мы ездили в Москву в свадебное путешествие. Летали, ну. Летали, да. Питер, Москва. И вот это вот народ, и вот я прям стресс испытал. Вот я вышел, вокзал, там народу. И вот везде метро, везде народ, вот так вот, как в переполненном автобусе везде. Я не хочу, никакой город. Да еще даже вот в Улан-Удэ жили. В эту пробку как встанешь и стоишь. Поэтому я вот только по таким соображениям. Мне здесь спокойно. Ну, то есть, все-таки хочу, Ландыш, вам ответить, как мы искали жилье. По интернету искали. По интернету созванивались. Просили людей, чтобы они нам сами исследовали местность через этот как. Ну да, мы заходили в Google, там вот, ну, там же карта, в 3D можно по улицам гулять, вот, смотрели, как выглядит. Получается, у нас даже уже была договоренность где-то под... Славянск на Кубани. Прям Славянск на Кубани, в городе. Да, и уже все уже обговаривали, и тут резко раз, и она нам отказала. Она не отказала, она так интересно. Продавала. Она говорит, вы, наверное, очень хорошие люди. Она говорит, дом столько стоял, люди снимали. А тут хлоп, и столько покупателей пошло. Просто мы с ней договорились, я последний раз ей позвонила, вы нас ждете, мы же тоже не можем все бросить, у нас дети, нам надо, их мы учим в школе, детский сад. Ну, детский сад, ладно, школа нам надо было закончить, потому что мы переезжали в июне. Иван-то в мае уехал первый. Мы, то есть, договорились что-то там, ну, к примеру, на 10 июня. Вы нас точно ждете? Нам надо было дождаться, пока Владик закончит учебу. Да. И где-то вот, я только с ней поговорила через неделю, она прям, видно, так искренне, ни грамма на нее не обиделась, наоборот, то, что она вот так искренне сказала, не спряталась, не отключила телефон, потому что я ей позвонила, говорю, мы прекращаем поиск дома. Там был такой довольно-таки большой дом. Я говорю, мы прекращаем поиск дома. Вы точно нас ждете? Она, да, я убираю все, я убираю объявление, все я убираю, я вас жду. Я говорю, мы вас не подведем. Конечно, если не будет какой-то экстремальной ситуации, мы вас точно не подведем. Вообще мы, если сказали, значит сказали. И через неделю она звонит и говорит, вы меня извините, вы меня простите. Ну вот так. Я говорю, мы даже не расстраиваемся, вы даже не расстраивайтесь. Получилось, значит получилось. И хорошо, что вы смогли продать дом. То есть мы Ландыш искали по интернету. У нас не было возможности. Здесь вот Казахстан же ближе, чем мы. Мы когда домой ездили в Казахстан, несколько дней езды всего здесь он. В Казахстане, когда я ехала туда, поезд, да? Да, там через границу военные с собаками проходили. Тут два пути, можно так, можно. А мы туда через Казахстан, через а обратно через Москву, да. В Комсомольск-на-Амуре 2 года назад ездили. И вот туда мы с детьми через Казахстан, а обратно так. Ну, в общем, да, в основном интернет и телефон. Вот. Но мы очень много ресурсов рассматривали. Наше требование было, чтобы не трясло. Не топило. Чтобы не было землетрясения, чтобы не топило. Сад. Мы хотели сад. Я хотела близко море, близко город. И сад мне нужен был. То есть, в принципе, близко море. До моря нам 3 часа езды. 250 километров это, ну, я думаю, даже по меркам, скажем, Дальнего Востока, это мелочи. Что, мы утром выезжаем, в обед на море. Мы в 11-20 минут 12 уже всегда на море. Ну, так что, конечно, часом 8 утра по меркам этой местности мы далеко от моря. По меркам Дальнего Востока вообще рядом. Но, говорят, у нас здесь климат, вот в Курганинске. Как-то я была в парикмахерской, и был один мужчина. Он говорил, что это единственная местность, говорит, я где только не был. То топит, то трясет, то мерзнем,
ягоды в Азербайджане, был и в Армении, был и в Якутии, был и на Дальнем Востоке, и здесь у нас в близлежащих пригородах, городах. Это, говорит, единственное место, где не топит и не трясет. Да. Ну, правда, у нас нету таких не топит, не трясет. Ветер бывает сильный. Ой, бывает сильный. Редко. Ну, везде В том году один раз был сильный ветер, и в этом году один раз был. В том году мой Иван с медом поехал в Сочи, повез мед туда. Договорился, и с Владом они на большой машине поехали. Нужно было мед продать. И вот они только отъехали, а до Сочи очень страшная дорога. Такой откровенный серпантин страшный. И вот они только отъехали. Не страшно, это просто крутые повороты. Ну, страшный. Я не ездила ни разу. Я боюсь. Но говорят, очень такой страшный. Тот, кто смотрит меня, кто ездил, они, Ваня, за меня. Ладно. И они поехали. Вот это был ветер. Я думала, конец света наступил. Но мы это ветер не сильно почувствовали, но мы в дождь попали. Вот дворники на самой большой скорости, вот вообще просто, как будто ведро воды кто-то стоит и льет постоянно на нас. Мы остановились с Владом на трассе, ну так, с дороги съехали, говорю, ну будем ждать. А потом говорю, а смысл стоять? Говорю, еще опаснее кто-нибудь. Ничего ж не видно, машины-то все равно ходят. Не заметят. Не заметят. Лучше, думаю, с скоростью вот как потока идти, там километров 5-10, но ехать, двигаться. И так чуть-чуть проехали, и раз, и вроде как поменьше, и мы так обрадовались. Представляете, что чувствовала я, когда они уехали? Вот прям сразу началось это все. Было очень страшно. И вот я говорю, вот в том году было, они мед увозили, как раз я запомнила, в Сочи. И в этом году, недели 2 назад, да? Ну, может, подольше. Может, уже побольше. Не Может, уже побольше, да. Был такой, да, дома Владик еще был. Ну, пусть месяц назад. Ну, это не дедушка знает, он потерял лист карбоната. У людей поразрушило все. У дедушки у нас 6-метровый карбонат вот так скрученный был. Улетел через забор. До сих пор не верят. Говорят, что кто-то ноги сделал. А когда я объявление дала в станичном, в Телеграме, в станичной в группе дала объявление, может быть, кому-то прилетело. И еще сразу наша соседка дала объявление. То есть не только у нашего дедушки улетело. Летало, видать, здесь все со страшной силой. Вот такой ветер. 2 раза уже был такой ветер. Ну, раз в год. В том году раз и в этом году раз. У меня улики тоже поулетали. Ну, в смысле, крышки поздувало в этот ветром. Ну, у многих поздувало. Не знаю. У Ивана, у друга тоже, он пасечник, тоже говорит, поздувало все. В том году не сдувало, а в этом году сдувало. Ну, а так, в основном климат, да, мягкий. Нравится климат. Я 2 года назад с ребятишками, с маленькими, съездила в Комсомольск-на-Амуре домой. Я всегда считала, что я очень люблю зиму. Я и сейчас с тоской скучаю. С тоской вот выставят в интернет, идут, пурга дует, а я с завистью смотрю. Мне прям вот так по щекам морозик. Да, конечно, мы когда жили, я иду там вот так вот. Шапка, она идет. Хорошо. Я любила очень. Но когда мы в этот раз приехали в Комсомольск, мы передвигаться вообще не могли. Дедушка с бабушкой отправили меня. Я сама вещи накупили, и чтобы мы с детьми их не тащили, решили отправить посылкой. И мне надо было на почту. Это же совсем рядом, вообще рядом. Сколько вот примерно, ты знаешь, по километражу сколько? Ну, не знаю. Сколько метров? Не, ну нормально там все равно. Ну, километры. Километр, наверное. Может, 900. Да, то есть километра нету. Вот так вот раз и почта. Не, ну как раз. Ну да. Но мне было настолько холодно. Метров 600, наверное. Я метров 600. Там нету километра. И я настолько постеснялась говорить. Дедушки с бабушкой, они меня отправили на почту. Ага, такая я. Я спустилась, они на 2-м этаже жили, я спустилась на 1-й этаж и вызвала такси.
Дедушка только здесь узнал про это. Хохочет. Говорит, ну надо ж, на такси ездила. Я говорю, а ты теперь вот съезди туда. Я посмотрю, на чем ты будешь ехать. Он недавно загорелся туда поехать. А потом говорит, а у меня уже вещей таких нет. Так я приезжала, у меня была шубка норковая. У меня были сапожки. И мне все равно очень холодно. А дети были вот еще, у них осталось после Бурятии, у них остались эти Лыжные костюмы. лыжные костюмы. И то было очень холодно сильно. Очень холодно. Да вон сегодня, да, Андрей что сказал? 38? 38. Потеплело, говорит, 38. Мне брат двоюродный сейчас на WhatsApp. А у нас, говорит, потеплело, снега нет, ничего нет, 38 градусов. Климат нам здесь, конечно, нравится. 2 года я вообще не болела, вот пока это корона и вот этот грипп нас не потет. Так что, Ландыш, мы искали по интернету. У нас обстоятельства такие, что глупо было искать по интернету, глупо. Но мы все-таки стояли на своем. Естественно, мы сделку бы не стали заключать, пока все бы не проверили. Ну да, сделку по интернету, конечно, мы бы не стали. Да, мы, конечно, все проверяли, мы все сделали, мы, то есть, все заключили уже здесь, при адвокате, при юристе. Не, предварительный договор мы Ой, по хотите, интернету я вообще вам... заключили предварительный договор по электронной почте, мы его рассмотрели дома, ну, сказали ему что-то там под это подкорректировать. И А, уже, да. Да, и уже когда сюда приехали, все посмотрели, и уже заключали еще один договор, ну, настоящий. Настоящий был договор, да, уже. Тоже начитались, тоже боялись, потому что много обмана, вот даже в этом же интернете пишут, что там обманули, там перехитрили. Всего этого, ну, как бы невозможно все эти, ну, знать, поэтому, конечно... Мы благодарны людям, что на нашем пути попадаются очень добрые люди, потому Да. что я вам сейчас что расскажу. В общем, мы пришли в Сбербанк. У меня деньги были наличкой, но им надо было через Сбербанк. Мы пришли, я перевела им деньги в Сбербанке. Мне выдали чек, и мы поехали заключать сделку. Куда мы поехали дальше? МФЦ. В НФЦ поехали. А она сама рассказывает, когда я села в машину и поняла, что деньги-то уже перевели. Ой, обхохочешься. Это только со мной могло такое произойти. Но люди очень честные оказались. Попались бы мошенникам. Бывает, даже близкие друзья обманывают. Но мы благодарны, что нам на пути часто попадаются честные люди. Мы сами стараемся с людьми порядочно поступать. И нам попались такие люди. Да. Ну, бульон, бешбармак, конечно, очень сытный. Сытный. Говядина. Сейчас Ваня маленький подошел, мы тут делали, пока Да. ел. Но он, правда, одно тесто. Дети навряд ли будут мясо кушать. Но тесто вот это, оно очень вкусное. Тесто сделано на бульоне с яйцом. Тесто на бульоне с яйцом. И вот в бульоне, вот в Бульоне этом. сварено. И он прям ел, наелся прям одного теста. Да. Очень вкусно. Как бы вот очень сытно. Сытно прям чуть-чуть. Много, ну мясо, понятно, что мясо, оно ж Мясо, тесто. мясо и тесто, это в Африке. То есть это сытное очень, поэтому. И плюс еще бульоном запиваешь. В общем, блюдо вот такое, не стесняйтесь, готовьте. Да, мне, салат. мне понравилось, дети, я думаю, тоже, вот Ваня уже оценил. Получается вкусно. Что, будем прощаться? Да, друзья, поэтому хотим с вами попрощаться. Но, может быть, еще сейчас поедим. Нам было приятно сегодня с вами посидеть за одним столом. Спасибо, что смотрите нас. Нам приятно видеть ваши комментарии. Не забывайте подписываться. Это еще приятнее, когда видишь, что идут подписки, значит, людям интересно это смотреть, значит, хочется еще больше делать для вас. Спасибо, дорогие друзья, что смотрите нас. Кто с нами кушал, приятного аппетита. Хорошо, что разделили с нами трапезу такую, потому что порой сидеть и в молчании кушать, а тут раз мы разговариваем, сидим, да? Сейчас люди редко друг к другу в гости ходят, поэтому вот так пообщаться за столом порой. Я вспоминаю, как наши родители раньше вот так вот с утра просыпаюсь в субботу,
Суббота-воскресенье всегда выходной день. Подхожу к окну, у окошка стою, автобус приехал, мама, папа, и едет семья, с которой дружили наши родители. Без предупреждения, без приглашения. И все, и дома суета началась. Сейчас такое редко. Сейчас никто не пойдет друг к другу без телефонного звонка. Поэтому мы так здорово с вами пообщались. Мы воспоминания рассказали свои, как переезжали. На самом деле, такой последний подытоживающий шаг, когда я села с детьми в машину. В моей машине ехало 7 детей, собака и 3 кошки в клетке. Я села за руль. Впереди муж ехал на грузовой машине. И сама себе про себя сказала: ты что делаешь? Ты куда посадила столько детей и едешь? Мы долго рассматривали, поездом ехать или еще как-то. Контейнер, грузовик. Но все проголосовали ехать с семьей. Никто не хотел в поезде столько дней ехать. У нас было замечательное путешествие. Жалко, что мы его тогда не сняли. Ну, у нас много впечатлений. Даже сегодня я готовила это блюдо. Я сказала детям: помните, мы в Татарстане заезжали и кушали. До скорой встречи, друзья. Заходите в гости. Еще Пока-пока. покушаем вместе. До скорой встречи.